Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вязания. И сегодня я хотела бы показать вам, как связать такую шапку спицами с объемными косами. Шапка у меня по размеру на 55-59. Такая у нас будет макушка. По высоте шапка примерно 22,5-23 сантиметра. Здесь у этой модели шапки небольшая резинка, где-то 1,5-2 сантиметра. Коса из 24 петель. Связана такая шапка из пряжи Мадам Трикоте Merino Gold 200. Это мотки по 100 грамм. Здесь 100 граммов 200 метров. 60% шерсти, 40% акрила. Цвет 001. На такую шапку мне понадобился всего один такой моток. Буду вязать на круговых спицах. Для резинки я взяла круговые спицы 40 сантиметров, 3 миллиметра. И для основного полотна тоже 40 сантиметров, 3,5 миллиметра. Также нам понадобится дополнительная спица для провязывания кос, крючок или игла для макушки и маркер для обозначения начала ряда. И теперь давайте подробно посмотрим, как связать такую шапку. На спице 3 миллиметра я набрала 96 петель. Замыкаю петли в круг без дополнительной петли, то есть набрала 96, и после замыкания в круг остается также 96. Ставим маркер, и я буду провязывать резинку 2 лицевые, 2 изнаночные. Можно провязывать резинку 1 лицевая, 1 изнаночная, это по желанию. Первый ряд провязываю изнаночную за переднюю стенку, лицевую за заднюю, так удобнее. Последующие ряды буду провязывать изнаночную петлю за заднюю стеночку, а лицевую за переднюю. И провязываем ряд до конца, и дальше вяжем резинку. Я провязала 5 рядов резинки, 2 лицевые, 2 изнаночные. И теперь в этом ряду буду увеличивать количество петель, провязывать из каждой изнаночной петли, вывязывать еще одну петлю. Провязываю 2 лицевые. Теперь из изнаночной петли вывязываю петлю и изнаночную провязываю лицевой. И так из каждой изнаночной петли вывязываем дополнительную вторую петлю. И провязываем ряд до конца. Теперь у нас на спицах 144 петли. В этом ряду я перехожу на спицы большего размера, это 3,5 миллиметра, и мы провязываем 5 рядов лицевыми петлями. Провязали 5 рядов лицевыми петлями. Теперь в этом ряду мы провязываем первый перехлест косы влево. Коса у нас
из 24 петель, поэтому провязываем 8 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Переносим на дополнительную спицу 8 петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спица перед вязанием. Провязываем 8 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8 петель со вспомогательной спицы. Мы провязали первый перехлест косы влево. И теперь повторяем до конца ряда. Провязываем 8 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель переносим на вспомогательную спицу. Спица перед вязанием. 8 лицевых, и 8 петель со вспомогательной спицы. Провязываем ряд до конца. Провязываем перехлесты косы влево. И затем вяжем 8 рядов лицевыми петлями. Провязали 8 рядов после нашего первого перехлеста косы влево. И теперь в этом ряду мы провязываем второй перехлест косы вправо. Для этого сначала мы переносим на вспомогательную спицу 8 петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязываем 8 лицевых, петли пошли вправо, 8 петель со вспомогательной спицы, и 8 лицевых. Мы провязали первый перехлест в этом ряду, перехлест косы вправо, и теперь повторяем до конца ряда. Переносим 8 петель на вспомогательную спицу, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спицы за вязанием, 8 лицевых, восемь петель со вспомогательной спицы. Восемь лицевых. Провязали второй перехлест косы вправо. И теперь продолжаем вязание до конца ряда, делаем перехлесты косы вправо и затем провязываем снова 8 рядов лицевыми петлями и повторяем с первого перехлеста, то есть будем чередовать перехлесты влево и вправо, и между перехлестами провязываем по 8 рядов лицевыми петлями. Я провязала всего 6 перехлестов.
Сначала у нас был перехлёст влево, 8 рядов провязали, потом вправо, снова 8 рядов, влево, вправо, влево и последний 6 вправо. Примерно сейчас по высоте шапка вместе с резинкой 19 сантиметров. И в этом ряду, здесь у меня последний ряд был, где я выполняла последний правый перехлёст косы. И сейчас в этом ряду буду начинать выполнять убавки. Убавки буду выполнять следующим образом. В каждом ряду, в каждой косе буду убавлять по 2 петли в начале и в конце каждой косы. Следующим образом. Первая коса 24 петли. В начале 2 петли вместе с наклоном влево, 20 лицевых. И последние 2 петли в косе провязываю вместе лицевой за переднюю стеночку. Наклон вправо. И теперь повторяю. Следующая вторая коса. В начале 2 петли вместе с наклоном влево, 20 лицевых. И последние 2 петли в косе провязываю вместе за переднюю стенку, наклон вправо. И продолжаем вязать таким образом ряд до конца. Выполняем второй ряд убавок. Точно так же, как и первый, по тому же принципу. Единственное, здесь у нас уже в косе будет на 2 петли меньше. Также 2 петли вместе с наклоном влево. И теперь уже не 20, а 18 петель провязываем. И в конце косы 2 петли вместе за переднюю стеночку, наклон вправо. И теперь повторяем так в каждой косе. 2 петли вместе с наклоном влево, 18 лицевых, и 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязываем ряд до конца и по этому же принципу делаем дальше убавки в каждом ряду. Выполнили убавление в каждом ряду до тех пор, пока в косе не осталось 4 петли. И теперь через оставшиеся петли уже можно протягивать рабочую нить. Если неудобно закрывать петли, здесь уже достаточно мало, можно перейти на чулочные спицы. И я с помощью крючка протягиваю рабочую нить. Можно иголкой, кому как удобнее. Протянули рабочую нить через все оставшиеся петли. Теперь завязываем
Отрезаем рабочую нить. И хвостики прячем на изнаночной стороне. Также прячем хвостик, который у нас остался в начале вязания, тоже на изнаночной стороне. Ну вот и все. По желанию присоединяем помпон. И наша замечательная такая шапочка готова. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!